Друзья, всем привет! Ну что же, вчера отгремела официальная презентация компании Xiaomi, где они показали HyperOS. Где-то за неделю уже слили первую прошивку, но она была там с определенными проблемами. Там было не все то, что хотели Xiaomi показать, и, конечно же, они что-то интересное приберегли на саму презентацию. И потому сегодня мы рассматриваем уже полноценную прошивку со смартфона Xiaomi 14. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, это у нас будет портированная прошивка Xiaomi 14, и то есть тут уже она будет считаться как вышедшей. Да, лишь только на сегодняшний день смартфоны Xiaomi 14 серии могут себе позволить данную историю. Но благодаря нехитрым манипуляциям нашего разработчика XTB UI, или же как уже она будет называться XTB Hyper UI, мы получаем вот такой результат. Смартфон Poco F5 или же Redmi Note 12 Turbo. Сразу вы можете заметить, что о телефоне на китайской прошивке сильно перерисовали. И то есть то, что было раньше, как бы уже и не сказать, что MIUI. Вообще в целом я вчера рассказал свое мнение про HyperOS, потому кому интересно, в описании оставлю все ссылки для того, чтобы вы ознакомились с цепочкой вот всех этих вот телодвижений с новой оболочкой. Многих интересовал вопрос, а сколько же прошивка в реальности занимает? И вот, пожалуйста, у нас почти 12 гигов. Кто-то говорил, что она занимает на Xiaomi 14 8,5 гига, кто-то говорил 10. Ну, скажем так, чуть-чуть размер уменьшился по сравнению с той же MIUI. Ну и говоря же опять же простым языком, HyperOS это та же самая MIUI, только с другим названием и новыми фишками. Да, конечно, логотипа тут еще нет, возможно определенные баги там и приколы, но в любом случае, по крайней мере, эта менюшка нам позволяет понять, что уже это не совсем-то и MIUI. Конечно же, у нас прошивка работает под управлением 14-го андроида, и это важно понимать, что все там актуальные смартфоны, вышедшие в этом году, даже в прошлом году, они получат 14-й Android. Те же аппараты, которые вышли в начале там 21 года, в середине 21 года, они будут работать лишь только под управлением Android 13. Но я думаю, это также не самый худший вариант. Ну а мы с вами идем дальше. По сравнению со слитой прошивкой поменялись иконки в настройках, и они действительно отличаются от того, что мы с вами видели. Возможно, что вас больше всего заинтересует в начале этих настроек, это, конечно же, вот данный раздел. Это получается у нас та же самая MIUI плюс бета или же кросс-платформа для соединения там устройств между собой. Но если мы в MIUI плюс бета были ограничены там планшет, смартфон или же компьютер, смартфон, то мы можем воедино интегрировать все умные устройства компании Xiaomi. Это планшет, часы, ноутбук, телевизор, смартфон. И, допустим, какое-то действие выполнять сначала на планшете, потом перекидывать на телефон и дальше перекинуть вообще на телевизор. То есть вся эта история, как вы видите, что у нас тут и домашний экран, и приложения, и уведомления, и звонки, все это можно совершать успешно. Но есть важный момент, что это у нас китайская прошивка, и вся эта история, конечно же, более будет характерна для Китая. Что же будет в глобалке, к сожалению, неизвестно, но я думаю, что в скором времени мы это узнаем. Наверное, вишенка на торте всей этой прошивки это кастомизация, и на ней сделали определенный акцент в компании Xiaomi. Она у нас находится вот в данном разделе, ее перерисовывают в плане как сам раздел, там Always on Display, иконки, ну и так далее. Но вот что приятно радует, это, конечно же, уже, наверное, всеми полюбившаяся история под названием кастомизация экрана блокировки. Я немножко поигрался и посмотрел, что в принципе можно даже и свои обои подкидывать и там некий такой конструктор соорудить. Что, конечно, есть очень удобно для тех, кто любит персонализировать свое устройство. Касательно обоев, многие там задавали вопросы, да я немножечко так обронил вчера в видеоролике такую фразу, что возможно добавят новые супер обои. Многих этот вопрос заинтересовал. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы с вами ограничены тем, что есть. И ничего нового сюда разработчики не завезли. Ну а если вы сегодня уже хотите попробовать обои из новой HyperOS, вы это сможете сделать с помощью нашего телеграм-канала, где мы все эти обои актуальные уже опубликовали. Мы с вами следуем далее. Рабочий стол. Но вот тут, я думаю, стоит остановиться. Те, кто давно меня смотрят, знают мой такой некий фетиш насчет рабочего стола.
Раньше когда-то я говорил, что вот рабочий стол становится оптимизированным, что его разработчики улучшают, ну и тому подобное. И мне как-то говорили, что я только на этом и зациклен, что больше нечего обсуждать. Но, друзья, в HyperOS, если вы там видели всякие спойлеры, сливы и так далее, на примере Xiaomi 14, оптимизация есть. Оно и понятно, ведь это флагман. Ну что же по поводу F5? Ну вот смотрите, открытие приложений максимально у нас является плавным. Будь то камера, будь то галерея, будь то там, не знаю, запись звонков там или еще диктофон какой-то или заметки. То есть анимация присутствует. Если мы выйдем в недавние, анимация также нормальная. То есть если мы сделаем вот так там кучу раз, все отлично и не фризит. Если же мы с вами захотим открыть папку на рабочем столе, и это самое то, что мне реально зашло, вот мы нажимаем на саму папку и смотрите, как у нас проявляется теперь анимация. То есть сначала выпадает папка, а потом уже у нас догоняет сам текст нашу папку. Тоже это очень круто реализовано. И вот сколько я уже тестирую этот порт, я не замечал каких-то фризов, каких-то подвисаний, крашей, ну и так далее. То есть, можно сказать, что разработчики поработали над оптимизацией в кои-то веке. Но опять же, не стоит раньше времени закидывать разрабам всю эту историю, потому что это может поменяться. Ведь из прошивки в прошивку что-то ломают, а что-то исправляют. Но на сегодняшний день могу сказать, что действительно по оптимизации я остался доволен. Ну и, конечно же, основные фишки, которые вас также могут заинтересовать из HyperOS, это следующее. Обновленное приложение батарея, я об этом также рассказывал. Тут ничего нового в уже официальной прошивке нет, но напомню вам о том, что добавляются у нас режимы работы батареи, это производительность сбалансированной, экономия батареи и ультраэкономия батареи. Далее вы можете проверить свою батарейку на то, как она, допустим, себя чувствует. Это жизнь батареи, как на айфонах, но если на айфонах там в процентах показывается, тут просто у нас показывается ее общее состояние, количество зарядок, ну и так далее. То есть тут как бы я на этом особо останавливаться не буду. И та самая фича, наверное, тоже всем она понравилась и зашла, это Night Time Mode. Он позволяет нам выключать ночью те процессы, которые не активны, ну и чтобы они нашу батарейку особо так не тратили, ну и чтобы автономность у нас немножечко увеличилась. По поводу новой шторки, друзья, она у нас также получается не видоизменяется как-то по сравнению с тем, что вы видели. Плеер, ползунки громкости, в общем, все отлично. Также, если вы хотите на глобальную MIUI 14 это накатить, милости просим в наш телеграм-канал, там вы это сможете сделать. Ну и, наверное, последний у нас с вами на сегодня в плане вот таких кардинальных изменений, это обновленная анимация зарядки. И да, это действительно прикольно. Мы, конечно же, берем USB кабель, подключаем наше устройство к заряднику и теперь смотрим верхнюю часть экрана. Смотрите, как у нас закругления проявляются, ну и дальше, соответственно, зарядка и 61%. Честно сказать, этого тоже не хватало в MIUI, потому что как-то уже вот экран зарядки приелся старый, который был. Ну и тут также они решили немножечко с этим поэкспериментировать. Что же, друзья, первая официальная прошивка уже доступна на Xiaomi 14. Ну и, соответственно, ваш покорный слуга уже сумел эту всю историю протестировать. Каковы мои такие впечатления, как бы мое резюме? Это та же самая MIUI, но только с дополнительными возможностями, в частности, кастомизации, обновленной шторки, там обновленного вида зарядки, с улучшенными стоковыми приложениями, с их некими такими редизайнами. Ну и также, конечно, меня порадовало быстродействие и оптимизация рабочего стола. Это приятно радует, потому что, действительно, за последнее время MIUI особо не славилась какими-то такими прорывными новостями, хайпом каким-то. Но вот здесь они попытались это сделать. У меня впереди еще есть много идей, как можно вам рассказать про HyperOS, там сравнения, ну и так далее. Потому не забывайте подписываться на все наши социальные сети, на YouTube в частности, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе первым о новых видеороликах на канале. Ну а если о чем-то забыл упомянуть, или же остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.